Всем привет! На днях я пересматривал один из легендарных фильмов своего детства «Терминатор 2». Как вы помните, в этом фильме есть эпизод, в котором Джон Коннор и его друг Тим, похитив легкие деньги из банкомата, отправляются просаживать их на игровых автоматах. Первый раз я посмотрел этот фильм вскоре после его выхода, в 1991 году. И тогда на нас, еще в общем-то советских детей, все эти крутейшие видеоигры производили неизгладимое впечатление. Все, во что мы тогда играли — электронная игра «Ну погоди», игровые автоматы и простенькие компьютерные игры — разом померкло рядом с красивыми и реалистичными аркадными боевиками, которые были показаны в фильме. Но сегодня и эти игры давно уже стали ретро, и потому я решил посвятить очередной эпизод «Аркадного мальчика» обзору тех самых крутых видеоигр, в которые играли Джон Коннор и его сверстники. Сцену в игровом зале открывает напряженный поединок Джона с какой-то военной игрой. Знатоки золотой серии Atari без труда узнают в ней Missile Command! Сюжет игры прост. У вас есть 6 городов, которые противник беспрерывно атакует баллистическими ракетами. Вы — командир противоракетной обороны, в распоряжении которого 3 ракетные батареи. Перемещая по небу прицел при помощи трекбола, вы запускаете противоракеты с одной из 3 установок. Когда противоракета взрывается, она образует большой огненный купол, в зоне которого уничтожаются все вражеские боеголовки. Но количество противоракет ограничено. В каждой батарее их всего по 10 штук. И потому расходовать их нужно с умом. This is Atari Missile Command. Millions of people are mad for it in thousands of game centers across the country. Interplanetary war is heck. На фоне остальных автоматов игрового зала Missile Command выглядит немного старомодно, ведь он был выпущен еще в 80-м году. Но судя по тому, как увлеченно Джон в него играет, он продолжал оставаться популярным даже в 90-е. Тем временем детвора сообщает Т-1000, что они видели Джона в зале игровых автоматов, и псевдополицейский, а на самом деле жидкий робот, направляется прямиком туда. Джон проигрывает, и его друг ненадолго его покидает, отправившись разменять еще немного мелочи. В это время за их спинами мы видим сразу 2 автомата — Hit the Ice и Rampage. Перед вами хоккейная игра 90-го года с забавным мультяшным сюжетом и элементами файтинга. И так же, как в файтинге, в начале игры мы выбираем своих персонажей, у каждого из которых есть свой неповторимый стиль. Любопытно, что одного из них зовут Айвен Якашев, что является пародией на советского хоккеиста Александра Якушева, участника суперсерии СССР-Канада 1972 года. Александр Якушев, спартаковец, 15 номер. Команды называются просто красные и синие. В каждой из них всего по 3 игрока — нападающий, защитник и вратарь. Играть в автомат могло до 4 человек одновременно, по 2 в каждой команде. Цель игры — забросить как можно больше шайб в ворота противника в течение 3-5-минутных периодов. Для этого хороши все средства. Противников можно толкать, бить локтем и кулаком, отправлять в нокдаун и даже ударять ногой в пах. Драки никак не наказываются. В раздевалке игроки могут покупать энергетические напитки. Реклама обещает: езди быстрее, бей сильнее, это действительно работает. С напитком на следующую минуту игрок получает суперсилу и суперскорость. У каждого игрока есть фирменный суперудар, который буквально забрасывает вратаря в сетку с шайбой, что засчитывается как гол. You're the best! Сюжет этой игры фирмы Midway очень напоминает фильм про Кинг-Конга.
Здесь тоже есть гигантская горилла, карабкающаяся на здание, которую обстреливают вертолеты и Национальная гвардия. Но если Кинг-Конг был обезьяной от рождения, то персонажи Рампейдж в прошлом люди, жертвы неудачного эксперимента, в ходе которого Джош превратился в гориллу, Лиззи в ящерицу, а Ральф в оборотня. Обозлившись на все человечество, они бросились крушить все вокруг. Цель игры — уничтожать здания на экране, которые находятся в разных городах Америки. Для этого нужно карабкаться по их стенам, нанося им повреждения своими могучими кулаками, разбивая окна и ломая стальные перекрытия, до тех пор, пока здание не рухнет, превратившись в груду пыли и мусора. Однако армия не дремлет. Вас будут постоянно донимать обстрелами солдаты, танки и вертолеты, что уменьшает ваше здоровье. Его можно пополнять, съедая вкусных солдат и мирных жителей. Протеин творит чудеса. Когда здоровье заканчивается, персонаж не умирает, а превращается в обычного человека, что несколько напоминает историю Халка. Жидкий робот приближается к игровому залу, в окнах которого мы видим его напряженное лицо. А в это время в кадре мелькают экраны сразу 3 новых автоматов. На первом из них какое-то странное поле с кружочками. На втором — сцена из какой-то игры в баскетбол. Третий экран видно хуже всего, но мы можем прочитать надпись «Video Void». Сходу опознать эти игры мне не удалось, и поэтому мы на время о них забудем. Т-1000 входит в зал и подходит к 2 маленьким девочкам. Он показывает им фото Джона, но они говорят, что его не знают. Тем временем камера показывает нам название автомата, в который они только что продули. Это Трог. Название игры Трог — сокращенное слово троглодит, то есть пещерный человек. Действие игры происходит в доисторическом мире Ог, населенном динозаврами и дикими циклопами-трогами. Троги живут в подземных пещерах, откуда регулярно выбегают лакомиться яйцами динозавров. Задача игроков — собирать яйца, избегая столкновения с трогами и другими препятствиями. Для своего времени игра имела довольно продвинутую графику с псевдо-трехмерными спрайтами. Так же как Pac-Man, она относится к жанру погони в лабиринте, где место гранул занимают яйца. Но в отличие от Pac-Man, динозавры могут давать циклопам отпор. К сожалению, помогает это не всегда. И укокошив динозавра, троги его съедают. Отличная игра для детей. Лабиринты мира Ог богаты на всевозможные бонусы. К примеру, красный цветок увеличивает скорость динозаврика, золотая подкова дает временную неуязвимость, а кубик льда ненадолго замораживает врагов. Ананас превращает нас в хищных динозавров, способных пожирать трогов. Далее мы снова видим Джона, который, сидя во вращающейся кабине, управляет каким-то авиасимулятором. В моем детстве от одного вида этой игры захватывало дух. Опознать автомат довольно просто. Его название написано на спинке кресла. Это автобионер от фирмы Sega. Это был не просто реалистичный авиасимулятор, а полноценная вращающаяся кабина с креслом и рычагом управления. В начале 90-х эта игра казалась мне каким-то чудом техники. О том, чтобы в нее поиграть, я не мог и мечтать. Сюжет игры прост. Вы пилот истребителя F-14, который должен уничтожать вражеские перехватчики, уклоняясь от выстрелов и избегая столкновения с землей. На рычаге штурваля расположены кнопки Vulcan Gun, пулемет, и Missile — ракета. Число ракет ограничено. Наверное, сегодня графика игры может показаться бедной,
Однако в эпоху 8-битных приставок она казалась необычайно реалистичной. Несомненно, это самый крутой автомат в зале. Но почему же тогда к нему нет очереди? Разгадка проста. В то время как игра на обычном автомате стоила 25 центов, поиграть в автобёнер с кабиной стоило в 5 раз дороже. Среди детей, пришедших поиграть, позволить себе это мог только Джон Коннор с пачкой легких денег. На пути Т-1000 возникает сам Тим. Он тоже показывает ему фото Джона, но Тимми не проведешь. Он знает, что от полиции лучше держаться подальше. Особенно, если ты только что обчистил банкомат. Он делает покер-фейс и притворяется, что видит Джона в первый раз в жизни. В этот момент за его спиной мелькает название неопознанного автомата. Это Arch Rivals от фирмы Midway. Эта игра фирмы Midway чем-то напоминает Hit the Ice, только здесь у нас не хоккейный, а баскетбольный поединок. Перед игрой можно выбрать команду, и выбор довольно-таки большой. Названия команд, разумеется, вымышленные. В каждой команде всего по 2 человека. Матч состоит из 4 четвертей, по 4 минуты в каждой. Господи, сколько четверок. Задача игрока — забросить противнику максимальное количество голов. Так же, как в Hit the Ice, в Arch Rivals допустимо бить соперников, отбирая у них мяч. Но помимо игроков вражеской команды, опасность могут представлять банки и бумажки, брошенные зрителями на поле. End of first half. More to come. Слева от этого автомата, очень размыто, угадываются буквы ARC. Простой поиск приводит к автомату NARC, что позволяет восстановить неопознанную сцену с видео Void. Главные герои игры NARC — боевики на правительственной службе по имени Марк Форс и Хитман. Они отправляются на опасные задания, чтобы, сражаясь с бандитами, наркоманами и наркоторговцами, найти и задержать мистера Бига, главу, в прямом смысле этого слова, подпольного наркокартеля и террористической организации. Бандитов можно не только убивать, но и арестовывать, что, конечно, очень гуманно, но для своего времени эта игра была одной из самых жестоких. Убитые противники разлетаются кусками окупленного мяса. Да, зрелище не для слабонервных родителей. Отдельные вопросы у родителей могли вызвать пакеты с наркотиками, которые персонажи отбирают у бандитов. Knock, the arcade smash for your Nintendo Entertainment System. Knock, with simultaneous 2-player action. Knock, your Max Force taking on Mr. Big and busting his criminal empire. Knock from Acclaim. No one had the guts until now. Для своего времени аркадная версия отличалась реалистичной и атмосферной графикой, позволявшей целиком погрузиться в мир бандитского города, его улиц, зданий и даже метрополитена. Но по мере продвижения на пути героя вырастает все больше и больше врагов, беспрерывно поливающих его пулями, что делает выживание своими силами практически невозможным. Чтобы продвигаться дальше, игра постоянно заставляет вас бросать все новые монетки в автомат. Гениально! Верный Тим спешит к другу, чтобы его предупредить. И буквально на секунду в кадре мелькает синяя стенка какого-то автомата с надписью «Live to Ride». Судя по характерной ручке, это не аркадный, а пинбол-автомат. А поиск по слогану приводит вот к этому флаеру фирмы Балли. На постере можно прочитать окончание фразы «Ride to Live». Таким образом, полностью слоган автомата звучит так: «Живи, чтобы ездить, езди, чтобы жить». Игра имитирует езду на легендарном мотоцикле Харли Дэвидсон. Играет рок, слышится рев движка, звуки вертолета и чей-то голос по радио. Одним словом, это настоящая гонка на выживание. Hey, mister. Got a name?
Harley. Тим находит Джона и сообщает, что того ищет легавый. Джон выглядывает из-за плеча друга и видит Т-1000 в ипостаси полицейского. В этот момент мы видим название последнего неопознанного автомата. В кадре мелькает только слово «High», но и этого вполне достаточно, чтобы восстановить полное название – High Impact Football. В нашем обзоре это уже третий спортивный автомат. На этот раз он посвящен игре в американский футбол. Однако его геймплей довольно сильно отличается от двух предыдущих. Перед началом игры вам предоставляется выбор из 15 команд, среди которых сборные крупных американских городов, а также Европы, Африки и Канады. Игра проходит на стандартном поле, обычно для американского футбола овальным мячом. Заставка с кружочками, промелькнувшая в кадре, это экран выбора оборонительных построений, важной части американского футбола. Если в хоккейной и баскетбольной играх самое главное – опрокинуть противника, отобрать мяч и забить ему гол, эта игра сводится к правильному выбору стратегий. Для того, чтобы в ней преуспеть, нужно разбираться в правилах американского футбола. Справа промелькнул еще один автомат автобиона, но уже в вертикальном исполнении. Это так называемый upright вариант, с той же игрой, но без кабины. Соответственно, и поиграть в него стоило дешевле. Еще правее мелькает какой-то автомат с логотипом компании Williams. Знание фирмы резко сужает круг поисков и приводит нас к аркадному автомату Smash TV. Действие игры происходит в далеком будущем, в 1999 году, где в погоне за рейтингами алчные телепродюсеры создали беспрецедентное по своей жестокости шоу Smash TV, участники которого должны прокладывать себе путь к славе и богатству, убивая своих соперников перед телекамерами. Перед героем открывается настоящий лабиринт телестудий, в каждой из которых его подстерегают целые орды врагов с кучей самого разного оружия. Однако шоу щедро на бонусы, одаривая игрока ценными призами, а также всевозможными видами оружия, помогающими выкашивать наступающую на него биомассу. Чем дальше вам удалось зайти, тем больше всякой фигни происходит на экране. Такой геймплей обусловлен тем, что разработчиками Smash TV были создатели известной игры Robotron 2084, построенной по похожему принципу. Финальная стадия каждого уровня – затяжная схватка с боссами, которые, стоит признать, прорисованы очень хорошо. Еще одна сильная сторона игры – многочисленные и разнообразные звуковые эффекты, включая реплики ведущего, который, как вы уже догадались, будет финальным боссом. По мнению некоторых геймеров, автомат с этой игрой в кадре — отсылка к «Бегущему человеку», другому фильму со Шварценеггером, в котором он участвует в похожем шоу на выживание. Т-1000 видит Джона и направляется прямиком к нему. Джон бросается на утек, и уже у дверей мы видим последний аркадный автомат. Он не работает, и не мудрено. Даже по тем временам, а действие фильма, я напомню, происходит в 1995 году, автомат Space Invaders — это безумное ретро. Несмотря на то, что по сегодняшним меркам игра довольно проста, ей принадлежит заслуга популяризации аркадных игр. Без нее игровая индустрия никогда не достигла бы сегодняшних высот. На Землю происходит вторжение инопланетных монстров. Наша цель — ему помешать. Мы управляем мобильной лазерной пушкой в нижней части экрана, планомерно отстреливая пришельцев, надвигающихся с неба.
От них нас прикрывают 4 бункера, но от выстрелов они постепенно разрушаются. Пришельцы расположены в 5 рядов, по 11 штук в каждом, но чем больше мы их убиваем, тем быстрее они движутся, что здорово обостряет игровой процесс. На смену уничтоженной волне инопланетян тотчас же приходит новое, еще более быстрое. What it does is unleash a steady stream of alien forces who keep coming and coming, just like in the arcade, till it feels like a vice in your central nervous system while they pull it down like two-legged hailstones. Oh, that hurt. Yeah. По воспоминаниям Джеймса Кэмерона, съемочный день в аркадном зале был для юного Эдди Ферлинга самым любимым. Съемки проходили долго, и молодой актер мог часами бесплатно играть в видеоигры. Ну а наш обзор подошел к концу. Я был готов уже заканчивать сегодняшний эпизод, как вдруг мое внимание привлек еще один неохваченный автомат. Снятый под углом, он не сильно бросался в глаза, и потому все это время я его не замечал. Чтобы его опознать, я просмотрел сотни фотографий аркадных автоматов, но ни один из них не выглядел достаточно похожим. Отчаявшись найти его сам, я решил обратиться за помощью на один из крупнейших игровых форумов в социальной сети, где обитали тысячи тех, чье детство, как и у Джона Коннора, проходило в аркадных залах, причем в те же самые годы. Заокеанские геймеры охотно откликнулись на мой крик о помощи. Варианты предлагались самые разные: Bubble Bubble, Altered Beast, Sad and Sallow. Однако по-настоящему подошла только игра Gaplus. Честно признаться, о ее существовании я не имел ни малейшего понятия, но, как оказалось, она занимает важное место в линейке Galaxian, являясь прямым продолжением игры Galaga 1981 года. Здесь мы тоже сражаемся с космическими мухами, однако разработчики добавили много нюансов. К примеру, игровые уровни здесь называются парсеками, а поймав Power-Up, можно перетащить на свою сторону несколько вражеских кораблей, образовав из них огневую батарею. На бонусном уровне, чтобы заработать очки, нужно буквально жонглировать кораблями противника. В общем, это очень специфичная игра, но если вам нравится Galaxian и Galaga, то, возможно, понравится и Gaplus. Ну а наш обзор подошел к концу. Надеюсь, вам было интересно так же, как и мне. Новых вам рекордов, и не только в играх.